Привет! Вот уже третий год подряд SoundPeats исправно пополняет ряды беспроводных наушников-вкладышей. Обычно это происходит в преддверии Нового года, но на этот раз случилось чуть раньше. Компания выпустила на рынок уже третье поколение своих наушников True Air. Только вот на этот раз приставка True куда-то задевалась, и теперь они стали называться просто SoundPeats Air 3. И вот именно об этой модели сегодня и пойдет речь в моем обзоре. С момента выхода прошлой второй версии и версии 2+, упаковка наушников не претерпела абсолютно никаких изменений. Цветная обложка такая же, с той же самой девушкой на спорте. Ее фото, конечно, немного отличается, но в целом концепт идентичный. Ну а первое, что поменялось в новой модели, это зарядный чехол. Он теперь очень миниатюрных размеров, с классическим открытием крышки и кнопкой активации и сброса устройства на лицевой стороне. В целом, по ощущениям, футляр приятный тактильно и выполнен из матового пластика. Формат стал еще более pocket-friendly, чем был до этого. Но, к сожалению, за такие габариты своей емкостью поплатился аккумуляторный блок. Внутри новинки установили всего 220 мАч. Также из новшеств могу отметить подключение девайса. Теперь это происходит по открытию крышки кейса. Каждый наушник при необходимости можно использовать по отдельности, оставив второй на зарядке. Главного в паре нет. Петля футляра пластиковая, без доводчика и фиксатора. Открывается легко даже одной рукой, но в закрытом положении при таких раскладах, как ни странно, держится крепко. Узнать об остатке заряда кейса можно по встроенному светодиодному индикатору, расположенному над кнопкой активации. В зависимости от процентного остатка он будет гореть разными цветами. Конечно, это все приблизительно, но хотя бы так, особенно в условиях отсутствия фирменного приложения. В отличие от модели True Air 2+, новинку можно зарядить только по проводу. Разъем Type-C установлен в нижнем торце корпуса. Сами наушники помещаются в кейс вертикально и визуально хоть и очень похожи на предыдущее поколение, имеют при этом чуть укороченную ножку. Повернутый относительно горизонта звуковод также никуда не делся, и это отличное проверенное решение, которое вкупе с матовой поверхностью чаши обеспечивает хорошую посадку. В моих ушах гарнитура сидит замечательно, думаю, даже для занятий спортом в какой-то степени наушники смогут подойти. А вот из визуальных и конструктивных отличий мы имеем следующее. Зарядные контакты перенесли на кончик ножки, убрали статусные светодиоды и наконец-то завезли датчики автопаузы. Они, конечно, не лучшие в мире, но хотя бы так. Как и сенсорные области для управления медиаплеером, они здесь очень чувствительные. Плохо, что нет возможности их отключить, но в целом при желании привыкнуть можно. А вот свыкнуться с гиперчувствительностью на касание будет уже сложнее. Этот момент, увы, так и не поправили. Единственное, что хоть немного сглаживает данную ситуацию, это то, что на одинарный таб зашито управление громкостью. Правый наушник прибавляет в плюс, левый в минус. Двойное касание по традиции ставит трек на паузу или возобновляет прослушивание, а удержание пальца на сенсоре в течение пары секунд позволит переключаться между композициями. На правом вперед, на левом назад. Жест в виде тройного тапа по правому наушнику вызывает ассистента, а то же действие по левому позволит активировать встроенный игровой режим. Его включение или выключение сопровождаются озвучкой на английском языке, так что запутаться будет сложно. Режим рабочий, и в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile в своем игровом тесте я получил схожие с моделью 2+, результаты. Значения по задержкам вышли в интервале от 120 до 200 миллисекунд. А вот с роликами на ютубе картина уже намного лучше, здесь отставание звука от видео на слух вообще не уловить. Помимо оптимизации самого приложения, немалый вклад в это вносит аудиокодек aptX Adaptive, поддержку которого обеспечивает встроенный в наушники чип Qualcomm QCC3040. Звучат наушники по-прежнему великолепно, как и в случае с версией 2+. Я бы даже сказал, что в какой-то мере одинаково. Наушники играют ровно и сбалансированно, а излишние выпирающие верхушки, присущие первой ревизии True Air 2, здесь отсутствуют, как и отсутствует белый шум. В среднем регистре чувствуется хороший объем и живость вокала, да и баса в наушниках хватает с лихвой. По этой части наушники могут с легкостью посоревноваться с внутриканалками, что априори было бы некорректно, но тем не менее факт остается фактом. Решение SoundPeats по изменению траектории подачи звука за счет положения чаши звуковода дает только положительный результат.
Каждый наушник оснащен одним 14-мм динамическим драйвером. При этом, как я уже отметил, звучат наушники мощно и очень громко. Я бы даже сказал, запредельно громко. Слушать музыку на сотке смогут разве что единицы. Однако свой тест автономности по традиции я проводил именно на этой отметке. По итогу на одном заряде наушники отыграли 3 часа и 33 минуты. Прям какая-то магия троек получается. И на первый взгляд кажется, что это не такая уж и большая цифра. Но здесь надо не забывать про условия самого теста. Ведь параметр автономности будет полностью зависеть лишь от твоих предпочтений по децибелам. Ну а прямо сейчас я предлагаю тебе послушать, как же отрабатывают встроенные разговорные микрофоны в этой новинке. Проверяем работу микрофонов в наушниках SoundPeats Air 3. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда сильно порывами вот так вот задувает ветер. Еще есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. И вот примерно так будет слушать собеседник, если, допустим, ты с ним захочешь поговорить в машине, открыв окна, проветриваясь где-то летом на дороге. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Вот таким вот образом она потихонечку набирает обороты, и мы уже примерно через 5-6 секундочек получим в машине очень сильный такой шум. Фоновый искусственно созданный шум. И примерно так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь, допустим, уже зимой обогреваться в машине печкой и захочешь поговорить с ним по вот этим вот наушникам, по телефону. Проверяем работу микрофонов в наушниках SoundPeats Air 3. Вот таким образом они звучат на такой тихой, спокойной улочке. Машины здесь не часто ездят, но тем не менее периодически мимо меня проезжают. Вот так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать при таких условиях, при такой обстановке. Но можно примерно представить, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь пользоваться этими наушниками для разговора по телефону, находясь вот на такой улочке. В общем, данный тест, я считаю, можно завершать. Пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу данных микрофонов, по поводу этих наушников. Ну а я буду продолжать свой обзор дальше. За связь со смартфоном в модели наушников Air 3 отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2. В период тестирования никаких отвалов или же мелких обрывов с моими устройствами не было. Проверял их с основным телефоном OnePlus Nord CE и вторым вспомогательным Realme Narza 30. В обоих стоит модуль 5.1 и работают они с данными наушниками без нареканий. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что новинка получилась интересной. По большей части мне понравился обновленный дизайн и эргономичность зарядного кейса. Его приятно держать в руках и удобно носить в кармане. Из минусов мне бы хотелось отметить перекочевавшие из прошлых генераций чувствительные сенсоры управления и, как по мне, ничуть не изменившиеся по качеству микрофоны. С датчиками автопаузы в принципе жить можно, ну а в силу малого объема аккумулятора в чехле жить придется еще и около розетки. Но это уже вопрос компактности, за малый размер приходится расплачиваться. В целом за плюс-минус 35 баксов или примерно 2500 рублей данные наушники вполне себе годные. Только не надо забывать о тех недостатках, про которые я упомянул, дабы не питать ложных надежд. Ну а на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр, скоро увидимся. Пока-пока.